Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами Вивьена. И сегодня мы смотрим такую вещь. Вам послание. И мы будем смотреть на арабском, на арабской чечевице. Немножко свет по-другому, она оранжевая. По камере показывает, как желтая. И так же, как на песке, на красном рисе и на именно красной чечевице. Не та, которая серая, а красной чечевице смотрели различные предсказания. И сегодня мы будем смотреть, а я вам говорю большое спасибо за ваши подписки, за ваши донаты, за ваши комментарии и за пальчики вверх. Я вам большое спасибо. И заходите к нам в Телеграм на Огонек. Мы там беседуем, я даю там очень много практик и очень много мудрых советов и психолога, и ясновидящей ведуньи. Вивьена ясновидящая, она не раскладуха, она ясновидящая. И для меня карты это не важно, это для вас все важно, красота. А для нас просто поток информации и энергии, которую мы вам скидываем. Ну и что? Сейчас мы начнем. И мы начинаем. Вам послание. Послание от тех, кто выше. Послание свыше. Высших сил. Послание свыше. Что они хотят сказать? Так не показывают. Вот так. Что они хотят сказать? Что они хотят рассказать? Что они покажут и расскажут? Так. Кто-то далеко уехал. Кого-то известие издалека. Издалека от 3 человек известие, издалека. Ой-ой-ой. Кто-то спешит, к вам в дверь стучит. В дверь стучит, кто-то спешит, кто-то войдет. Что хотят сказать? Смотрите, что вышло. Вышло вот такой вот лотос. Исполнение желаний. Исполнение желаний вышло. Лотос вышел. Так. Идет соединение 2 людей. Вот встреча 2 людей. Обнимаетесь. Кто это? Пожалуйста, смотрите. У кого-то будет мужчина, женщина, у кого-то будет кто-то старше и младше. Обнимаетесь, радуетесь, какие-то подарки приносите. Кто-то приносит вам. Так, идет. Нужно будет куда-то поехать. Поездка, возможно, не очень далеко, но поедет через дола, через моря. Но не очень далеко. Возможно, может, другой город, другой поселок, другой район. Если вы живете в очень большом городе, в миллионнике. Что идет? Идет приобретение что-то в дом. Не недвижимость, а именно что-то в дом. И здесь идет, что надо будет брать какие-то дополнительные у кого-то средства. Идет предупреждение, не надо идти к ростовщику, иначе не расплатитесь. Все покупайте, прям идет со своей зарплаты. Прям так идет. Я говорю вам по тому, как идет. Что еще у вас тут? Мы еще потом посмотрим на китайских предназначениях. Так, давайте еще посмотрим, что еще идет. Что еще идет? Вам послание. Послание говорится, что вам необходимо посетить. Вот кто, если верует, то кому-то нужно посетить храм. Смотрите, у кого какая вера, храм, у кого-то молельный дом, у кого-то это мечеть. У кого-то просто люди ходят, вот как кто поклоняется древним богам, они ходят в лес, и там у них есть копище. Здесь идет именно нужно обратиться к ним, они просят. И еще тут идет у кого-то заброшенная могилка, и у меня тоже. Идет послание. У кого-то заброшенная могилка, и ее надо убрать вот сейчас, когда будет тепло. Предупреждают, идти надо тогда, когда нет никаких ни праздников, никаких отмечаний, когда будет просто не очень много народу, до 12 дня. Прям идет четко, с 9 до 12 дня. Позже на кладбище не идите, прицепиться может какую-то сущность. Там живые сущности. Никогда не шутите на кладбище, и кушать там нельзя ни в коем случае. Там вы можете все оставить и пойти. Обязательно в бахилах переобуться, когда вы ходите
Прежде чем зайти в дом, зайдите в какой-то супермаркет и сбросьте эту энергию. Домой пришли, сами вымылись, и все вещи, которые были на вас, тоже вымыли. Сумочки и все прочее протерли, если есть святая вода святой водой. Если нет святой воды, то протирайте винным уксусом. Что еще здесь идет? Идет, что вот покупка в дом была, здесь идет покупка какой-то или платья, или юбки. То есть что-то такое из одежды идет. И идет для чего нужно, потому что вы пойдете куда-то с кем-то разговаривать, или собеседование, или каким-то начальником, к людям, которые выше. Возможно, пойдете куда-то на прием, и там будете разговаривать о каких-то таких вещах, которые связаны с вашей, с вашей карьерой, или даже, может быть, с человеком, который рядом с вами, может, мужа карьера. Но тут связано с тем, что это какие-то деловые разговоры. Так, идет, что надо будет заплатить деньги. У кого есть деньги, тут идет на обучение на какое-то, нужно оплатить деньги. Это может быть любое обучение, и детям, и вам, кому хотите. Тут идет на какое-то обучение. Возможно, вы какие-то книги купите или на курсы поступите. Здесь идет вот такое. Они вас это предупреждают. Что они еще вам говорят? Так, и еще, у кого есть дети, внучки или кто-то племянники, купите игрушку, похожую или мишка, или на чебурашку. Это как вы сами разбираете. Вот как больше идет мишка. Мишка, чтобы такой был большой мишка. Не такой, чтобы ребенок испугался, а чтобы у него такие вот лапки были крупненькие. Такой вот, и чтобы он был очень пушистый. Не знаю, это будет талисман для ребенка. И для семьи это будет талисман, где этот ребенок проживает. Что еще говорится? Что будут какие-то трудности. Трудности будут связаны из-за сплетников. Это сплетники какие-то будут слагать на вас тут это. Но идет такое, что как камни бросят, так и они уйдут. Смотрите, чему я сейчас вас быстро научу. Представляете мельницу? Такое вот колесо, как мельница, которое крутит. Вспоминайте фильмы старые. Сверху стоит человек, который кидает в вас камни. Ну, сплетник. Который... А вы видите, как он камень кидает, и он под эти колеса в воду падает. А вверху стоите вы. То есть вот эта энергия, пусть она злостная, она омывается в воде, и чистая энергия переходит к вам. И вы говорите, камни падают, колесо вертится, а мне энергия прибывает. Вот такое у нас было послание. Сейчас я быстро вам еще расскажу другое. Ну а теперь мы посмотрим, что нам скажет китайский оракул «Книга перемен». То есть что через эту книгу нам хотят передать высшие именно нам. Перемена, да, какое-то путешествие, какое-то перемещение. Полностью перемена, вам нужно изменить что-то в своей жизни. Что еще вам надо изменить? А вам надо изменить, потому что идет какая-то радость. Я говорю, возможно, тут идет прибыль, что-то или разговоры о какой-то карьере, каких-то деньгах, приобретение, да, приобретение. И у кого-то будут очень интересные события, они связаны будут с теми, кто у вас старше по роду. И тут идет, что вам вот эти силы высшие помощники, это помощники, они вас предупреждают и вас тянут, как у Мюнхгаузена, за волосы, если вы в болото попадаете, что нужно не отказываться от помощи кого-то старших. Старший. Или это может быть человек, который старше вас по званию. Так, что еще вам говорят? Они говорят, что если ты начнешь радоваться, подождешь немного, осталось чуть-чуть подождать, и солнце уже будет над твоим окном сиять. Есть сейчас пока препятствия. Препятствия связаны с тем, что вы вообще выбрали неправильную дорогу. Они вам говорят, что у вас немного дорога неправильная, измените ее на радость. Вот она, радость. И тогда восход будет сиять ваше оконце. И тогда не будет раздробленности, а будет постоянство. Идет изменение, переодевание. Вот идет изменение. Вы как будто будете переодеваться. Были одни одежды черные, а оденьтесь в красные. Вот идет такое, что вы будете переодеваться. Это изменение жизни. Это вам все хотят передать высшие силы.
И они вам дают, говорят, мы не оставляем тебя в покое, мы даем тебе питание, мы даем тебе жизнь. Самое главное, ты живи и радуйся этой жизни. Пока ты радуешься жизни, мы с тобой. Как только ты будешь в унынии, то черные силы заберут твою жизнь к себе. Так, еще они передают, что не забывай о своих домашних, о своих родственниках. И да, и тут еще раз говорится, что если переосмыслишь свою жизнь на доброту, на человечность, на свет излучающий, то на тебя оденут ангелы очень красивые одежды для жизни, и все блага придут к тебе. Вот такой у нас был сегодня расклад. Пишите в комментариях. Принимаю с благодарностью послание от помощников выше. И в Телеграм, пожалуйста, заходите. Пока-пока.